Некоторое время назад я изготовил 3D доску номер 11. Вот она. Она состоит из тонких полосок, согнутых в форме синусоиды. При взгляде под определенным углом возникает 3D эффект. В данной доске амплитуда волны составляет 10 мм. Мне не удалось согнуть больше тонкой планки в сухом состоянии, поэтому я решил, учтя те комментарии и замечания, которые я получил к этому видео, использовать распаривание этих полосок, то есть пропарить и попытаться после этого склеить. Я пытаюсь увеличить амплитуду волны до 20 мм, поскольку чертежи показывают, что в этом случае эффект проявляется более явно. И попытаюсь увеличить толщину полос. Изготовил я новый шаблон. Вот здесь амплитуда волны составляет 20 мм. Попытаюсь сгибать распаренные полоски. Есть у меня, конечно, определенные сомнения, поскольку с одной стороны поперек волокон гнуть проще, но с другой стороны поперек волокон и легче ломаются. То есть при одном и том же уровне давления поперечная полоска сломается быстрее, чем продольная. Второе сомнение, которое у меня возникает, это места склейки. То есть здесь везде находятся склейки, хотя Titebond 3 является клеем очень хорошим, водостойким, но тем не менее будет длительное воздействие пара, не знаю, как он себя поведет. Но в любом случае, попытка не пытка, будем пробовать. Еще один совет, который я получил в комментариях, это сделать вот такие направляющие. То есть нужно точно совместить две части шаблона, потому что когда здесь уже много планок, он может съехать в сторону. И вот один из зрителей посоветовал мне сделать вот такие направляющие, которые будут ходить по трубам. Я думаю, это будет такое удобное замечание. То есть теперь они уже никуда не сдвинутся. То есть два изменения, которые я произведу. Во-первых, увеличу амплитуду волны, во-вторых, увеличу толщину и буду сгибать. Ну, совершенно очевидно, что в сухом состоянии это не согнется. Здесь вот, видно, что сломалось в двух местах, как раз на вершинах волны, где самый большой сгиб. Вот этот, по сути дела, прямой участок, он остался не тронут. Поэтому будем экспериментировать. Все готово, все работает, начинаем тестировать. Подготовил я полоски толщиной 6 мм. Сейчас начинаю распаривать полоски. По правилам на каждый дюйм толщины необходимо час пропаривания. Но чтобы перестраховаться, буду пропаривать полчаса, а затем попробую сжать. Сначала сожму без клея, если получится, буду сжимать сразу с клеем. Подобрал я наиболее такие проблемные породы древесины. Наибольшая проблема возникает с подуком. Он очень быстро трескается, дуб, поскольку очень крупные поры. Ну и взял такие наиболее жесткие породы древесины, как венги, ясень
Вот попробую на этих породах. Ну все, полчаса прошло, пошел за полосками. Обязательно перчатки, потому что очень горячие. Ну вот что из них получилось. Стали заметно помягче, но неизвестно, удастся согнуть или нет. Сейчас попробую сжать без клея. Если получится, буду в последующем сжимать с клеем. Действовать надо быстро, поскольку долго мягкость не сохранится. Так, ну вот сжал я по максимуму, но как я и опасался, проблемы возникают с подуком и с дубом. Дуб и подук не выдержали. Причем не выдержали крайние полоски, которые испытывали наибольшее давление. В середине вроде бы выдержали. Может быть, прокладывать одну-две полоски дополнительно как страховочные. Прошла ночь, ситуация стала еще хуже. Практически все полоски потрескались. Сейчас я сниму струбцины и посмотрим это повнимательнее. Но вы видите, что не осталось ни одной целой полоски. Все они потрескались. Как я и предполагал, то есть большинство полосок не выдержали такого сгиба. Второе, не выдержал клеевой шов. Местами, видимо, очень маленькая площадь склеивания и распаренный клей как бы не держит. Но основная проблема, конечно, которую я не учел заранее, это усушка. В тангенциальном и радиальном направлении древесина усыхает очень сильно. В парогенераторе полоски расширились, причем расширение вот в этом направлении было очень большим. То есть древесина расширяется до 10-15% в этом направлении. Но это, конечно, от зеленого состояния до абсолютно сухого, до влажности 0. Но я думаю, что здесь усушка была процента 2-3, может быть 4. Но вот видно хорошо вот на дубе, что усушка составила миллиметров, наверное, 5-6. То есть длина 400 увеличилась на 5-6 миллиметров. Затем сжалась. Как результат возникли трещины. Так что вот такой получился результат. Дальше даже пробовать не буду. Я думал, может быть, уменьшить толщину этих полосок и позволит это сжать. Но вот этот фактор
усушки снял все мои сомнения. И я думаю, что вопрос об изгибе торцевых полосок можно закрыть.